Привет, друзья! Сегодня у нас 4-й день марафона «Облака акварелью», и мы потихоньку увеличиваем сложность. Сегодня у нас будет такой многоцветный закат с красивыми переходами цвета. И давайте начнем с того, чтобы подобрать цвета, которые мы будем использовать. У нас есть цвет неба, и здесь я тоже буду использовать ультрамарин в смеси с голубой, ФЦ голубой. И здесь нужно обратить внимание на такой момент, что если мы делаем большой шаг по цветовому кругу, то есть, например, берем ультрамарин и дальше берем какой-нибудь оранжевый или даже теплый красный, то у нас будет получаться более грязный цвет. Поэтому для того, чтобы цвета в небе сохранялись более чистыми, старайтесь делать минимальные шаги по цветовому кругу. То есть я к желтому и к оранжевому перехожу через холодный красный, через карминовый цвет. В самом референсе, как вы видите, карминового цвета практически не видно. Но именно карминовый цвет дает вот этот красивый фиолетовый оттенок. Тот фиолетовый, который есть в готовой палитре, мне не очень нравится. Он не такой натуральный получается. И немножко, точнее немножко, у него очень сильный насыщенный пигмент. И он сильно выбивается из цветов и с собой забивает еще все другие цвета. Вот. Поэтому мы делаем вот такие вот переходы от синего через холодный красный. И дальше я использую желтый цвет. Я не делаю промежутка оранжевого, потому что карминовый довольно хорошо мешается и с голубым, и с желтым. И дает вполне себе приятные чистые оттенки. Горы буду делать голубых оттенков, начиная от более фиолетового, там, да, можно немножко карминового подмешать к ультрамарину, к более холодным, таким более насыщенно синим на переднем плане. Здесь никаких особых премудростей нету. Рекомендую вам обязательно подобрать заранее цвета, чтобы потом по мокрому вы не терялись и не теряли время, пока бумага высыхает. Карандашом делаю набросок очень быстро и очень-очень тонкими линиями. Здесь в горах стоит обратить внимание на то, чтобы они не были симметричными, и расстояние между горами тоже немножко отличалось. Постарайтесь сделать эти контуры более такими интересными и разнообразными. И дальше заполняю область неба, подходя к первой горе ровненько, да, обходя ее, заполняю его водичкой. У нас там по центру будет солнышко садящееся. Вот. Чтобы его сделать, мы будем пользоваться салфеткой, поэтому сейчас мы заполняем все небо, а потом мы то место, где у нас планируется солнышко, мы его промокнем. Ставлю лист под наклоном для того, чтобы краска ровнее распределялась, и начинаю с синего цвета. Напоминаю, это ультрамарин и ФЦ голубой в смеси. Работаю я плоской кисточкой, она сразу оставляет такие комфортные для меня на данный момент мазки. Мне сейчас важны именно мазки. И мазки делаю сразу в направлении, ну, такой вот в динамике облаков. Дальше намешиваю фиолетовый оттенок, он такой скорее больше розоватый, чем фиолетовый, и стыкую его с уже имеющимися синими цветами. И тоже все мазки в направлении движения, в том направлении, в котором у нас будут там заворачиваться облака.
Можно накладывать одну заливку на другую, чтобы они пересекались. Промежутки здесь оставлять не нужно. Дальше я беру чуть более теплый красный и его уже стыкую с моим вот этим сиренево-фиолетовым. С желтым цветом будьте осторожнее, потому что у него очень насыщенная пигментация, и он не нужен нам на самом деле очень ярким. Поэтому разбавляем его водой. Я здесь использую лимонный цвет, потому что у меня закончился обычный желтый, поэтому я к нему еще до кучи домешиваю немножко красного, чтобы чуть теплее стал. Вот. Ну и желтый цвет у нас уже идет ниже в горах, ну можно где-то его, если там остались промежутки, где-то добавить промежутки между облаков. Так как солнышко у нас было промокнуто салфеткой, то на него, по идее, не должна затекать краска. Но если у вас это происходит, если вы, может быть, пропустили этот момент или бумага уже как-то сильно была намочена, еще раз промокните область солнца салфеткой, чтобы там была более четкая граница и чтобы краска туда не втекала. И сейчас мы уже там оставшимися цветами дорабатываем все небо. Я здесь добавила немножко еще фиолетовых облаков на горизонте и немножко загородим солнце тоже облаками. Для облаков я использую остатки красного в смеси с ультрамарином, и здесь можно использовать больше теплого красного, чтобы цвет был чуть более грязноватый, не такой чисто сиреневый. Мне не до конца устраивает форма облаков, которая получилась. Хочется уйти чуть-чуть от симметрии. Я прям вижу, что здесь два одинаковых симметричных каких-то рога получилось, и мне хочется их немножечко усложнить. Поэтому я где-то добавляю цвет и при этом одновременно протираю цвет. Здесь важно следить за тем, чтобы у вас не получалась грязь. Если вы чувствуете, что где-то вот тянется цвет, это может быть желтым цветом. Если желтый цвет будет тянуться с синим, смешиваться, будет получаться зелень. И старайтесь этого избегать, не возить туда-сюда кисточкой. Как только видите, что получаются какие-то грязные оттенки в протирании, сразу останавливайтесь, думайте, как можно по-другому сделать, чтобы избежать вот этого соприкосновения желтого и синего, потому что иначе вы испортите свою работу. Ну вот я немножко увеличила такие габариты, чуть-чуть протерла серединку кистью у левого облака. Справа тоже немножко добавлю пару мазочков. Вот. Ну и главное вовремя остановиться, чтобы все-таки не было лишних полос и лишней затертости в работе. Я воспользуюсь феном для того, чтобы просушить небо. Мне не нужно, чтобы горы затекали на небо. Хочется, чтобы у них была более четкая граница. Вы можете отойти, налить себе чашку чая, подождать, пока работа подсохнет самостоятельно. Я, честно говоря, не всегда люблю пользоваться феном. Иногда он оставляет какие-то ненужные следы, когда гоняет воду с краской где-то. Вот. Но здесь мне нужно побыстрее записать это видео, не растягивать его надолго, поэтому я пользуюсь феном. И начинаю заполнять горы, начиная с дальнего плана. Как я уже показывала, когда мы подбирали цвет, беру такой более фиолетовый оттенок
Это уже, ну, вот, тот же голубой, да, ультрамарин, который был, с капелькой карминового. Чуть-чуть у меня не до конца просохла заливка, поэтому краска чуть подтекает. Тут главное не трогать это. Ну, чуть-чуть она потекла наверх, не страшно. Если вы будете там возить кисточкой, вы еще больше запачкаете эту границу, и лучше не будет. Начинаю сверху, нижнюю часть можно уже как бы растягивать цвет. И сразу подсушиваю этот слой, потому что одна гора будет накладываться на другую, и мне нужно, чтобы границы были сухие, чтобы они не перетекали друг в дружку. Следующая гора будет более светлого оттенка, такая легкая, легкий голубоватый цвет и более синяя. То есть ближе к нам горы будут более синие. На самом деле чередование может быть любым, это фантазийная работа, и светлость или темнота может чередоваться на ваше усмотрение. Обычно горы, которые ближе к нам, они более темные за счет воздушной перспективы. То есть плотность воздуха, она немножко растушевывает цвет и делает его более таким холодным и более светлым. А горы, которые ближе к нам, они уже в полноте своего цвета присутствуют, поэтому ближние к нам горы лучше делать более темными. Но чтобы горы, вот эти гряды гор различались между собой, выделялись одна от другой, нам нужно варьировать оттенки цветов. Снова подсушиваю эту гору феном. Здесь я сделаю такой перерыв небольшой между горами. Нарисую сначала гору на переднем плане, чтобы не всю вот эту дальнюю гору сушить феном. Я только краешек подсушила и начну рисовать гору на переднем плане. Здесь уже цвет практически голубой. Он чуть-чуть более грязный, чем цвет в небе, более приближенного к натуральному. И также, начиная сверху, заполняю цветом, потом можно просто размыть краску. Гора на переднем плане может быть чуть более текстурная, то есть здесь можно делать какие-то подтеки или поиграть немножко с водой, чтобы осталась какая-то текстура и какие-то неровности на поверхности горы, так как она у нас тут уже на переднем плане. Ну и дальше добавляю оставшийся промежуток, заполняю горой, тоже подсушиваю все это феном. Здесь еще будут часть гор закрывать елочки, вот, поэтому нужно хорошо высушить, чтобы они никуда не подтекали. Вот когда сушишь феном, у меня часто получаются вот такие вот неровные затеки, потому что фен мощный, он гоняет воду и оставляет какие-то такие следы. Но я стараюсь их обыграть. В общем-то, что вам тоже предлагаю сделать, если у вас как-то не очень ровно высыхает краска, заливки не везде получаются ровными, по крайней мере, старайтесь их обыгрывать. Их можно наклонять бумагу там в бок, вправо, влево, чтобы дать краске потечь, оставить какие-то следы. И когда они в нужном направлении текут, это, наоборот, оставляет интересную, неповторимую текстуру и смотрится потом очень классно на готовой работе. Итак, пока у меня горы сохли, намешала цвет для елок. Я взяла ультрамарин и капельку сиены жженой и немного красного, который использовала в облаках. Сиена жженая помогает его сделать более темным, и получаются такие вот темно-фиолетовые оттенки. Для того, чтобы нарисовать елку, я начинаю с палочки. Лучше использовать какую-нибудь кисть с удлиненным ворсом, типа каллиграфической кисти, или бывает просто кисти с длинным ворсом. Она оставляет такие более интересные следы. Чтобы елочки были натуральные, можно посмотреть внимательно, поизучать какие-нибудь картинки, потренироваться на отдельном листочке,
У елочек таких диких елей, да, верхушка может быть более тонкая, там совсем буквально несколько веточек, не такое сильное расширение, не такой сильный треугольничек, как это рисуют на детских рисунках. А, При этом елки накладываются одна на другую, то есть они не стоят забором, как ровные такие вколоченные столбики, а они как-то пересекаются ветками, накладываются одна на другую. Это тоже стоит помнить. И ближе к нам могут даже расти в несколько рядов. Это можно показать за счет тона. То есть можно дальние елки сделать чуть посветлее, а на переднем плане сделать их темнее, там, уже ближе к такому темному черному цвету. Но черный лучше не берите, все-таки давайте оставаться в холодной гамме, чтобы это было, работа выглядела более чистой, более естественной. Я немножко наклоняю планшет, чтобы дать цвету растечься, распределиться как-то более равномерно. Ну и, в общем-то, на этом работа над этим пейзажем закончилась. Завтра у нас будет еще один урок. Я надеюсь, что вы еще не устали от облаков и получаете удовольствие от процесса. Не забывайте поставить лайк под видео, это помогает продвижению канала. И пишите в комментариях, что вам понравилось в этом видео, или, может быть, остались какие-то вопросы. Если вы еще не посмотрели другие видео из марафона, переходите на канал и смотрите плейлист «Облака акварелью». И, конечно, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. И если у вас есть такая возможность, вы можете поддержать развитие канала через Boosty и Patreon. А еще там есть специальные закрытые уроки, где я подробно разбираю разные техники, теорию света, композицию и много-много другого. Все ссылки вы найдете под видео или в описании канала. До встречи в следующем видео. Пока-пока.